После 36 часов мучительных родов измученная молодая мама наконец-то взяла на руки своих драгоценных девочек. Однако извинения доктора заставили ее почувствовать себя неловко. Крик доктора, вероятно, был слышен по меньшей мере за 5 комнат от него, кровь стыла в жилах. Доктор ожидал трудных родов вдвойне, но это было то, к чему он никогда бы не смог подготовиться, и он знал, что нуждается в помощи. Мэтью и Джессика начали паниковать. Они были шокированы тем, что доктор начал звать на помощь. Наконец доктор вернулся в палату, по его лбу стекал пот, но он нашел помощь, которую искал. Теперь им оставалось только побыстрее приступить к работе. Когда Джессика и Мэтью впервые узнали, что беременны, это стало для них настоящим шоком. Джессика быстро отправилась в больницу на УЗИ и обнаружила, что беременна двойней. Изначально они не планировали рожать одного ребенка, а теперь у них будет двое. У Джессики и Мэтью даже не было никаких отношений, но они знали друг друга со времен учебы в университете и неплохо ладили. Поскольку никто из них не ожидал, что между ними когда-нибудь возникнет что-то большее, чем дружба, после одной ночи, проведенной вместе, они начали спать вместе, пока однажды утром Джессика не проснулась, чувствуя сильную тошноту. Она запаниковала, решила поспешить к фармацевту и взяла несколько тестов на беременность. После первого теста она была потрясена. Тест показал, что она беременна. Ей нужно было немедленно поговорить с Мэтью. На самом деле, он оказал ей огромную поддержку. Она сказала ему, что не может заставить себя сделать аборт, и он полностью ее понял. Он сказал ей, что хочет быть рядом с ней и ребенком. Немного позже пара узнала, что они могут ожидать не одного, а 2 детей. Это означает, что беременность протекает намного сложнее, и, следовательно, Мэтью должен принимать в ней гораздо больше участия. После недолгих споров Мэтью предложил ей переехать к нему. У него было приличных размеров помещение, и он работал в основном из дома. В глубине души Мэтью знал, что не влюблен в Джессику. Кроме того, недавно он поговорил с другом о том, что еще не готов к отношениям. Он решил отложить свои чувства в сторону и подойти к ситуации непредвзято. Возможно, совместная жизнь и беременность изменят его мнение. Мэтью заботится о Джессике, как может. Он следит за тем, чтобы она достаточно отдыхала и каждый день готовит для нее ужин, в то время как Джессика с каждым днем влюбляется в него все больше и больше. Мэтью просто чувствует, что отдаляется от нее. Так продолжалось примерно до месяца, когда Джессика должна была родить. Она с трудом могла ходить из-за своего большого живота, наполненного двойней. В тот момент ее здоровье действительно начало ухудшаться, и ей пришлось провести остаток времени до родов в больнице. Мэтью старался проводить в больнице как можно больше времени, но в то же время заново переживал, каково это — снова быть дома одному. При мысли о том, каково это было бы, если бы Джессика и 2 ее детей постоянно были с ним, у него по спине пробежал холодок. Как он собирался сказать ей, что на самом деле хотел, чтобы она вернулась к родителям после родов из-за того состояния, в котором она сейчас находилась? Мэтью понимал, что не может сказать ей об этом сразу, вероятно, ему следовало сделать это раньше. После нескольких дней, проведенных в больнице, состояние Джессики стабилизировалось, хотя она все еще была очень слаба. В то время как Мэтью был избавлен от стресса, когда ситуация с Джессикой стабилизировалась, он по-прежнему был полон заботы о ней. Бесчисленные мысли проносились в его голове, пока он ехал в больницу. Когда он приблизился к палате Джессики, он заметил, что медсестры пробегают мимо него в палату Джессики. Когда он начал думать о том, что могло быть не так, он услышал, как она закричала во всю глотку. Убедившись, что происходит, он бросился в комнату и опустился на колени рядом с Джессикой, которой было больно. Когда она увидела его, ее лицо немного просветлело, но от этого ему стало только хуже. Вместо того, чтобы обрадоваться этому, он расстроился, потому что не смог рассказать ей новости, ради которых пришел в больницу. Вскоре после этого появился на свет первый ребенок, но у нее не было времени расслабиться или по достоинству оценить мальчика, так как второй близнец еще не появился на свет.
Внимание почти всех присутствующих в комнате было отвлечено, когда один из врачей внимательно осмотрел первого близнеца, и его глаза широко раскрылись. Врач, который своими действиями привлекал внимание всех присутствующих, что-то прошептал врачу, принимавшему роды. Сразу после этого он выбежал из палаты с ребенком на руках. И Мэтью, и Джессика очень забеспокоились, но не могли переусердствовать в своих размышлениях, поскольку им нужно было сосредоточиться на еще не родившемся ребенке. Пока Джессика готовилась к родам второго ребенка, врач, который ранее вышел из палаты, был занят анализами первого из близнецов. Во время проведения теста часть его была уверена, что его подозрения относительно ребенка подтвердятся. Через некоторое время после родов наконец появился на свет второй ребенок. Мэтью и Джессика почувствовали некоторое облегчение от стресса, который они испытывали из-за этого события. В тот момент, когда они вспомнили о первом ребенке, они испугались того, что скажет о нем врач. Врач вернулся в палату и, опустив голову, начал что-то бормотать. Он начал свое выступление с того, что сообщил, что со здоровьем ребенка все в порядке. Доктор объяснил, что его не беспокоит здоровье ребенка, но он заметил кое-что еще. Когда он заглянул ему в глаза, пара сразу же испугалась, что их ребенок слепой или что-то с этим связанное. Доктор быстро выкинул эту мысль из головы, упомянув, что то, что он заметил, было связано с цветом глаз ребенка. Он упомянул, что у ребенка были красивые карие глаза, которые придавали ему такой милый вид. Но проблема заключалась в том, что и у Мэтью, и у Джессики были голубые глаза, поэтому было практически невозможно, чтобы у ребенка были карие глаза. Пока они размышляли над словами доктора, практикующий врач продолжал объяснять. Он сказал, что лучший способ раскрыть тайну карих глаз ребенка — это провести несколько быстрых тестов ДНК. После сопоставления ДНК ребенка с ДНК, Мэтью выяснилось, что Мэтью не был отцом ребенка. Результат теста ДНК потряс Мэтью до глубины души. Удивительно, но Джессика, казалось, не была так удивлена, как ожидалось. Она не была сильно удивлена, потому что всегда знала, что такое возможно. Поскольку правда была раскрыта, у нее не было другого выбора, кроме как рассказать об оставшихся неизвестными событиях. Джессика призналась, что все время, пока они с Мэтью спали вместе, она встречалась с кем-то другим. Джессика сказала, что выбросила другого парня из своей жизни, когда узнала, что беременна. После долгих размышлений о случившемся, Мэтью рассказал Джессике правду о том, что не хочет быть с ней. Но он упомянул, что все равно хотел бы быть рядом с ней и близнецами, даже если бы они были не его. Джессика была благодарна Мэтью за его доброту к ней. Привыкая к материнству, она, между прочим, ввязалась в судебную тяжбу, чтобы добиться от отца близнецов выплаты им алиментов. В то же время она не могла не быть благодарна за то, что было для нее самым важным — здоровье близнецов, которое находилось в хорошем состоянии.